Рада всех приветствовать! Сегодня мы будем готовить булочки с маком. Булочки с маком я научилась готовить у бабушки в деревне. Пеку их очень-очень давно. Они очень вкусные. Для выходного дня приготовим. Итак, сначала нам надо просеять все количество муки. Мы просеем, берем такую большую миску и просеиваем все количество муки. Просеяли муку. И теперь нам надо поставить опару. Для опары мы возьмем вот то же блюдо, где у нас была мука находилась, и обратно пересыпем уже просеянную муку, где-то 1/3 вот этой части. Так, 1/3 части. Дрожжи я использую сухие. Добавляем в муку. Так, вот это вот все я перемешиваю. Так, теперь мы берем молоко. Оно у нас комнатную температуру имеет. И для того, чтобы нам поставить опару на такое количество муки, вот 1/3 от нашей вот всей нормы, мы половину вот нашего количества молока мы будем переливать сюда. И здесь нам надо смотреть, чтобы опара наша была консистенции такой густой сметаны. Так, сейчас я ее переставлю. Вот так вот перемешиваете и смотрите. Вот, еще она у меня густовата. Еще добавляю молочка. Теперь для того, чтобы она у нас хорошо подошла, мы добавим сюда от того количества сахарного песка, вот мы все будем использовать для приготовления теста, мы отсюда где-то половину нашего количества песка добавим тоже сюда нашу опару и перемешаем. Накроем полотенчиком и оставляем на 30-40 минут. Посмотрим, что там с нашей опарой. Опара у нас хороша, ожила. Вот она какая, увеличилась в размере в 2 раза, если не в 3. И теперь мы приступим к приготовлению теста. Отставляем опару, берем миску с просеянной мукой. Замешивать будем в этой миске. По крайней мере, начнем. Поэтому сейчас мы ее освободим от муки. Муку переложим. Освободили миску, и теперь сюда мы перекладываем опару. То есть мы теперь все должны делать в емкости большего размера, чтобы мы могли все это хорошо перемешивать. Переложили опару. Теперь мы сюда добавим сахарный песок, оставшийся от нормы, соль, 2 яичка, и перемешаем. Перемешали. Теперь оставшееся количество молока, если оно остыло, мы еще раз его подогреем в микроволновке. Вот я его подогрела, оно у меня опять комнатной температуры. Температура 38-40 градусов должна быть, не горячей. И добавляем все это тесто. Перемешиваем. Мука наша просеянная. Мы сюда будем добавлять ее частями небольшими. Вот чуть-чуть добавили, перемешиваем. Так, добавляем еще. Так, на 1 раз еще оставим. Так, опять перемешиваем. Немного муки нам надо оставить. Немного муки мы оставим
здесь, для того, чтобы нам потом использовать, когда мы будем уже формировать булочки. Вымесили мы здесь ложкой. И теперь все остальное время мы сейчас будем замешивать руками. Руки можно вот мукой и обработать мукой. И теперь мы замешиваем тесто, вымешиваем его. Так, все это перемешали и добавляем сюда растительное масло. Тесто готовое у нас очень хорошо отстает от стенок. Вот оно какое. Пышненькое такое, хорошенькое. Так, чуть-чуть мы вот так вот его присыпем мукой. Накроем полотенчиком. И оставляем на час-полтора часа. Пока тесто у нас опара стоит, вот оно уже как у нас поднялось хорошо. Вот. Ну, еще подождем. Мы займемся приготовлением начинки из мака. Прошло 10 минут, как мы запарили кипятком. Мак наш осел на дно емкости, и грязь вот эта вот вся, и вот эта вот вся водичка с такой вот жирненькой пленочкой, она вся наверху. Теперь нам надо ее слить аккуратненько, чтобы оставить вот этот вот мак, который у нас осел. Сливаем. И второй раз заливаем кипятком. Теперь в этот мак, который мы заварили 2 раза кипятком, я добавляю кусочек сливочного масла, одну столовую ложку манки, ванилин и сахарный песок. Все мы перемешиваем. Все перемешали. Теперь все это мы отправляем в ковшик для того, чтобы нам эту смесь уварить. То есть как закипит, минуточек 5-7 мы это все уварим. Уварили мак, минут 5-7 уваривали. Вот он такой вот получился густой. Жидкость лишняя у нас выкипела. Вот такая вкуснятинка у нас получилась. Так, теперь даем вот этому остыть и занимаемся тестом. Смотрим, что у нас там. А у нас там тесто. Вот такое тесто. Присыпаем коврик наш мукой. Так, и выкладываем на него тесто. Так, ой, как оно хорошо отстает. Вот это мне всегда нравилось. Посмотри, вот как вот эти вот такие штучки внутри. Видно? Красота. Все время раньше вот в деревне вот так вот берут, вот так вот его вываливала бабушка с ведра эмалированного большого. И вот оно такое, прям вот с такими вот штуками вываливалось оттуда. Это я очень хорошо запомнила с детства. Вот эту красоту. Такую. Вот. Какая красотень у нас получилась. Оно такое воздушное, легкое, мягкое. И теперь мы будем формировать из него булочки с маком. Так, пожалуй, я его сейчас разделю на 2 половины, потому что мне с половины будет легче его раскатать.
Одну половину убираем. Убираем. Так, а одну половину мы начинаем раскатывать. Используем как можно меньшее количество муки, чтобы оно у нас, тесто наше, не забивалось мукой. Вот какое оно прям пузыриками все. Красота. Так, теперь нам надо его раскатать где-то сантиметр толщиной. Очень хорошо раскатывается на коврике. Если вы раскатываете, например, на столе просто, ну тогда просто припудривайте чуть-чуть побольше мукой. А у меня вот коврик, он не дает прилипать тесто, оно не прилипает, оно ни к рукам, ни к коврику не прилипает. И вот где-то вот толщиной тогда вот, ну, получается около сантиметра. Можно чуть-чуть вот потоньше. Нам надо сделать форму такого прямоугольника. Если сильно такой прям правильной формы он не получится, ничего страшного. В остывшую начинку мы добавим белок. И опять все перемешаем. То есть, еще раз повторю, что начинка наша должна остыть обязательно. Остыть. И тогда вот сюда добавляем белок. Так. Ну, не знаю. Я люблю, когда много начинки. Наверное, она у нас уйдет сейчас всю сюда. А вторую мы сделаем еще что-нибудь с чего-нибудь другого. Да? Пусть будет много начинки. С одного края мы будем оставлять вот место. Будем вот, например, здесь мы всю ее распределим по всей поверхности. А вот с одного края мы ее вот, ну, где-то сантиметров на 5 оставим такой. Это для того, чтобы мы потом будем, когда заворачивать рулетиком, у нас эта наша начинка, она не вытекла на поверхность. Хотя это тоже красиво, но попробуем сделать так. Вот. Равномерно распределили начинку. Вот этот краешек можно аккуратненько даже скалочкой потоньше подкатать. Аккуратненько так. Подкатать, чтобы он был потоньше. Так. И начинаем вот с того края, где у нас начинка находится. Вот таким образом мы ее будем потихонечку заворачивать рулетиком. Вот. Аккуратненько так заворачиваем. Такой хороший рулетик-то у нас получился, да? Можно делать из маленьких рулетиков, тогда маленькие кусочки вырезаются. Вот. На конце. Ну вот. Примерно даже одинаковой толщины получился. И здесь два варианта. Или это все перекладывается сразу вот таким вот одним вот таким поленом на противень. Или, как в нашем случае, мы сейчас все это нарежем на маленькие мини такие булочки. Берем и ножом вот так вот разрезаем. Ну, сантиметров так вот. Сколько? 4 сантиметрика. Вот такие булочки у меня будут. Я их сейчас вот так вот надрежу все. Это лучше делать ножом, потому что не так будет заминаться. И старайтесь, чтобы они были одинаковые по толщине. Так, теперь мы берем. Ой, как красиво. Вот можно, в принципе, и вот так ложить уже на противень. Но я
попробую все-таки одну сделать как раньше. Я это умела и делала. Единственное, я переборщила маленько с начинкой, и она у меня начинает вытекать. Вот так. Здесь мы раскрываем его таким цветочком, и здесь. И у нас получается форма вот такой вот бабочки красивой. Теперь нам надо аккуратненько это все переложить на противень. Подправить крылышки, у нас будет такая бабочка. Переложили булочки на противень, мы сделали из них вот такие бабочки, и я решила оставить половину вот именно вот просто порезанным рулетиком. Из второй половины мы приготовим просто булочки, без начинки. Маленькими кусочками из него нарежем. Но для этого мы его равномерно вот так вот распределим. Тесто. И сразу вот такими вот небольшими кусочками нарежем. Вот кусочками, из которых вот как раз мы будем формировать булочки. Теперь берем наш один кусочек теста и раскатаем из него маленькую вот такую узкую полоску. Раскатываем. Мука нам здесь совсем не нужна. Тесто нисколько не пристает ни к рукам, ни к столу. Вот мы раскатаем вот такую полоску. Руками просто ее вытягивать потихонечку. Вот такую полоску. Теперь мы ее маленько округлим, чтобы она у нас кругленькая была такая. Вот. И начинаем заворачивать. С этой стороны заворачиваем в эту сторону. Так. А с этой стороны начинаем заворачивать в эту сторону. Вот, у нас получилась вот такая загогулина. Берем новый кусочек теста и опять закручиваем полоской. Так, вот полоску сформировали и начинаем закручивать. Можно, в принципе, закрутить ее вот одной булочкой, а кончик туда спрятать внутрь. Вот такая вот будет у нас красотуля. Так, следующую берем. Точно так же берем, формируем из нее такую узенькую колбаску, полоску. Так, скрутили. Так, ну а теперь можно, в принципе, да, в эту же сторону закрутить. И будет вот такой кренделек. Вот. Прошло 15 минут. Расстойка у нас прошла 15 минут. Они у нас увеличились еще маленечко в размере. Духовка у нас включена. В яичко мы добавили молочка. Я всегда добавляю столовую ложку молока. Оно от этого очень такая красивая корочка получается. И вот смажем булочки. Булочки смажем. Окончательную красоту им такую наведем. Все это отправляем в духовку на 15 минут. Готовы булочки. Такие замечательные у нас в этот раз получились. Вот такая очаровательная булочка. Посмотрим. Ну вот, я хочу, вот она еще такая не совсем остыла. Но вот тесто, оно у нас вот оно. Возвращается обратно. Пышненькое такое. Вот. Вот такая вот внутри получается булочка.
Вот она такая вот прям мягкая-мягкая такая прям. Посмотрим. Тесто вот видно, что оно такое вот прям вот воздушное, прям паутиночкой такое, легкое, такое прям все нежное, прям вот паутинка. Вкуснятина. Все, давайте быстрее пить чай. Подписывайтесь на канал, готовьте с удовольствием, готовьте с любовью. Пока-пока.